Глава 76. Легенда. После некоторого молчания Сыма Цзиньмину пришла в голову мысль, и он добавил: «Кстати, помимо платформ Вознесения, о которых я только что говорил, в нашем царстве духовной сферы есть еще один незаконный способ, позволяющий тайно подняться в царство бессмертных и избежать платформ Вознесения». Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он услышал это, но он притворился бесстрастным и попросил: «Расскажи мне об этом». Концепция этого метода довольно проста. Нужно лишь найти хрупкий пространственный узел между царством духовной сферы и царством бессмертных, затем силой прорваться через него, используя пространственно-атрибутивные барьеры или другой метод, и таким образом попасть в пространство между двумя царствами, через которое затем можно путешествовать, чтобы достичь царства бессмертных, пояснил Сыма Цзиньмин. По сравнению с законным способом Вознесения, это кажется намного сложнее, заметил Хань Ли. Именно таким методом он сам вознесся из царства смертных в царство духов. Вероятно, подобные методы можно было использовать только в таких царствах, как царство духовной сферы, которые были очень близки к царству бессмертных. Действительно, старший Хань. Это крайне рискованный метод. Пространство между царствами чрезвычайно опасно, и даже если кому-то удастся завершить путешествие, есть очень большая вероятность, что он окажется в очень опасном месте в царстве бессмертных. В конце концов, в целом, большинство мест в царстве бессмертных, где пространство довольно хрупкое, не являются хорошими местами для пребывания. Кроме того, использование этого метода Вознесения лишит человека возможности пользоваться различными преимуществами Вознесения законным путем, такими как возможность усовершенствовать свое физическое тело в бессмертном пруду или получить бессмертный знак для идентификации. В результате весьма вероятно, что человек окажется в беде, даже если ему удастся добраться до царства бессмертных, объяснил Сыма Цзиньмин. Хань Ли кивнул в ответ, и его выражение лица осталось неизменным, но он был очень взволнован. Вознесение в царство бессмертных всегда было для него довольно неприятной дилеммой, но он, наконец, нашел решение. Что касается опасностей, о которых говорил Сыма Цзиньмин, то с его нынешними силами эти опасности, скорее всего, не будут проблемой, если он будет достаточно подготовлен, поэтому он не был особо обеспокоен. «Спасибо, товарищ Дао Сима», — сказал Хань Ли с благодарным кивком. «Пожалуйста, не благодарите меня, старший Хань. Вы в одиночку вознесли нашу секту на небывалые высоты. Патриарх Холодного Пламени велел мне выразить вам свою искреннюю благодарность от его имени», ответил Сыма Цзиньмин искренним голосом. «Неужели? Я не думал, что товарищ Даос Холодного Пламени все еще помнит обо мне», сказал Хань Ли, и на его лице появилось многозначительное выражение. Сердце Симы Цзиньмина слегка ёкнуло, когда он услышал это, и он поспешно сказал: «Конечно, вы шутите, старший Хань. Патриарх, я уже ухожу, товарищ Даос Сима». Не успел он договорить, как Хань Ли резко прервал его, а затем вылетел из зала, как полоса лазурного света. Сима Цзиньмин смотрел, как полоса лазурного света исчезает в далеком небе, и не мог не вздохнуть с облегчением. После ухода Хань Ли из секты Холодного Пламени он больше не появлялся в царстве духовной сферы, и было так, как будто он исчез с лица мира. Однако некоторые преувеличенные рассказы о его подвигах постепенно начали распространяться по всему царству, превращая его во всемогущую, но загадочную легенду. Мир культивации царства духовной сферы уже достиг определенного равновесия, но это равновесие было полностью разрушено всего за несколько лет благодаря его прибытию. Некоторые говорили, что он был всемогущей фигурой, которая всегда находилась в уединении и изолировала себя от остального мира, в то время как другие утверждали, что он на самом деле был сошедшим с небес бессмертным. Были даже те, кто предполагал, что он потомок истинного духа, который жил бесчисленные годы. Мнение каждого о нем также сильно различалось в широком спектре. Некоторые видели в нем кровожадного демона, который убивал без разбора, в то время как другие считали его святым, который искоренил самую большую угрозу в мире в виде секты Небесного Призрака, тем самым восстановив мир в царстве духовной сферы. В любом случае, о нем говорили всякое. Хаос, возникший после падения секты Небесного Призрака, продолжался несколько веков. После бесчисленных битв между всеми крупными сектами и державами и гибели бесчисленных культиваторов начал возникать новый ландшафт, который постепенно достиг стабильности, но, конечно, это уже другая история. В яркий и солнечный день, через несколько месяцев после исчезновения Люлеер, в северной части царства духовной сферы находилось обширное море. Из моря часто поднимался густой черный туман, полностью скрывавший небеса, и поэтому его назвали морем черного тумана. Духовная ци в этой части моря была довольно обильной, поэтому здесь обитало много морских зверей. В дополнение к этому, здесь также было несколько видов драгоценных духовных ингредиентов, которые можно было найти только здесь и больше нигде, поэтому этот район был полон культиваторов, которые отправлялись в приключения, чтобы искать сокровища и убивать морских зверей. Вблизи пустынного острова в глубине моря черного тумана раздался грохот, поднявший бурные волны на поверхности моря в радиусе нескольких десятков километров.
Волны поднялись на высоту нескольких десятков метров, а затем прокатились во всех направлениях, и даже густой черный туман над морем начал вращаться под воздействием некой невидимой силы, образуя гигантский водоворот. В центре водоворота находились молодая женщина в зеленом одеянии, пожилой мужчина в черном одеянии и даос среднего возраста, которые вели ожесточенную битву с морским зверем, похожим на ламантина. Все трое находились на ранней стадии зарождающейся души, и хотя все они использовали разные искусства культивации, по их слаженной командной работе было ясно, что это не первый раз, когда они работают вместе. Их сокровища были соединены вместе, образуя большой круг, который окружал морского зверя, нанося одну за другой волны свирепых атак. Морской зверь был полностью синего цвета с двумя черными полосами на спине, тянущимися от лба до кончика хвоста, что представляло собой довольно своеобразное зрелище. Морской зверь непрерывно ревел, когда сильный свет вспыхивал над его телом, и вокруг него появлялись шары синей молнии, чтобы отразить надвигающиеся шквалы атак. В то же время он выпускал изо рта толстые столбы синего света, чтобы дать отпор своим 3 противникам. Его база культивации находилась на средней стадии зарождающейся души, поэтому он немного превосходил своих 3 противников в этом отношении, но его наступательный репертуар был очень ограничен, и трио культиваторов постепенно подавляло его. Битва продолжалась еще почти час, прежде чем защитный духовный свет вокруг морского зверя был наконец разбит, и в его голове была пробита большая дыра вспышкой быстро вращающегося черного света меча, который был выпущен пожилым мужчиной в черном одеянии. Морской зверь испустил мучительный вопль, затем несколько раз яростно дернулся, прежде чем быстро затихнуть. Ваш меч пожирающей души, пронзающий сердце, по-прежнему так же грозен, как и всегда, товарищ Даос Цинь. Взрослые синеполосы и ламантины славятся своей оборонительной доблестью, но даже он не смог выдержать ни одного удара вашего меча, похвалил даос среднего возраста. Вы слишком добры, товарищ даос мертвое дерево. В глазах пожилого мужчины в черном одеянии промелькнула гордость, когда он притянул к себе вспышку черного света меча, открыв странно выглядящий длинный меч, который напоминал пару переплетенных гадюк. Меч испускал холодный черный свет, и старик осторожно убрал его, явно высоко ценя. Он потратил большую часть своих сбережений, чтобы создать это сокровище, и его сила была сравнима со средним духовным сокровищем. В дополнение к этому, он обладал определенными бронебойными свойствами, что делало его идеальным оружием против морских зверей, искусных в обороне. Трое быстро разделали тушу морского зверя, и все они получили ощутимую прибыль. Если вы спросите меня, то даже если мы втроем столкнемся с морским зверем поздней стадии зарождающейся души, мы сможем, по крайней мере, обеспечить безопасное отступление, даже если не сможем победить его. Так что, как насчет того, чтобы продвинуться немного дальше? Предложила молодая женщина в зеленом одеянии, переводя взгляд на море впереди. Глаза даоса среднего возраста слегка загорелись, когда он услышал это, и, похоже, его тоже соблазнило это предложение. Это было бы ужасной идеей. Вы двое только недавно прибыли в море черного тумана, так что позвольте мне просветить вас. Недалеко от этого места находится чрезвычайно страшная центральная область моря черного тумана. В этом районе обитает множество грозных морских зверей, в том числе даже морские звери стадии пространственного закаливания и интеграции тела. На самом деле, есть даже истории, утверждающие, что в самой глубокой части центральной области обитает черный дракон с 5 когтями стадии Великого Вознесения. Эти морские звери обычно остаются в центральной области и очень редко выходят из нее, но никто не осмеливается войти в центральную область, если он не находится, по крайней мере, на стадии интеграции тела. По правде говоря, мы уже пошли на огромный риск, преследуя этого синеполосого ламантина до этого места. Если вы спросите меня, то лучший вариант действий — это как можно скорее отступить, поспешно сказал пожилой мужчина в черном одеянии с мрачным выражением лица. Морской зверь стадии Великого Вознесения. Как это возможно? Даос среднего возраста был поражен, услышав это. На лице молодой женщины в зеленом одеянии также появилось недоверчивое выражение. Это всего лишь легенда. По-видимому, этот черный дракон с 5 когтями обитает здесь уже более 100 тысяч лет, а в последний раз он появлялся несколько тысяч лет назад. В то время он уже находился на пике стадии интеграции тела. Возможно, с тех пор он уже достиг конца своей жизни, но даже в этом случае это чрезвычайно опасное место, и было бы разумно как можно скорее покинуть этот район, сказал пожилой мужчина в черном одеянии слегка встревоженным голосом. Даос среднего возраста и молодая женщина в зеленом одеянии поспешно кивнули в ответ, но как раз в тот момент, когда они собирались уходить, впереди внезапно раздался оглушительный грохот. Звук доносился откуда-то издалека, но он все еще мог достигать их с поразительной четкостью, и его сопровождала серия сильных толчков, которые пробежали по всему району. Выражение лиц троицы слегка изменилось, когда они услышали это, но прежде чем они успели что-либо сделать, впереди раздался еще один сильный грохот. В то же время мощное, но хаотичное духовное давление насильственно обрушилось на них, посылая порывы невероятно свирепого ветра в их сторону. Троица была чрезвычайно встревожена, и они тут же повернулись, чтобы бежать, но было уже слишком поздно.
Прежде чем они смогли уйти из этого района, их подхватили порывы сильного ветра и неустойчиво разбросали, как троицу листьев в сильном шторме. К счастью, порывы ветра начали стихать после того, как они преодолели небольшое расстояние, и все трое поспешно пришли в себя, но к тому времени их лица уже были смертельно бледны от страха. Как раз в этот момент раздался еще один оглушительный грохот, и поверхность моря в десятках километров впереди внезапно взорвалась. Изнутри вылетела гигантская черная фигура, и, пролетев некоторое расстояние, она тяжело рухнула на тот пустынный остров недалеко от троицы культиваторов. Весь остров сильно задрожал, а ударные волны, вызванные ударом, подняли ряд огромных волн в окружающем море. Черная фигура представляла собой огромного черного змея длиной около 900 метров. Все его тело было покрыто блестящей чернильно-черной чешуей, а на голове была пара полупрозрачных длинных рогов, похожих на кораллы. У гигантского змея было 2 пары массивных когтей, и на каждом когте было 5 пальцев, похожих на гигантские черные мечи, которые испускали холодный, угрожающий свет. От тела черного змея исходила неописуемо огромная аура, и к этому моменту троица культиваторов уже была на грани обморока от страха. Среди них пожилой мужчина в черном одеянии был особенно окаменевшим. Он не был бродячим культиватором. Вместо этого он был учеником внутреннего двора большой секты, которой руководил патриарх стадии интеграции тела. Однако аура, испускаемая этим черным змеем, намного превосходила ауру патриарха стадии интеграции тела его секты. Неужели легенды — это правдивые истории? Потрясающая мысль пришла в голову старику, когда его сердце сильно забилось. Гигантский черный змей яростно перевернулся, заставив остров снова задрожать и сотрясаться. Троица культиваторов была чрезвычайно встревожена, и они поспешно отступили на более чем 300 метров. Снова сосредоточив свой взгляд на черном змеё, они обнаружили, что у него на груди была огромная дыра, из которой непрерывно лилась кровь, быстро окрашивая большую часть острова в красный цвет. Внезапно из моря вылетела лазурная фигура гуманоида. Фигура была настолько быстрой, что ее невозможно было отследить невооруженным глазом, и она пролетела мимо черного змея, как ослепительный предвестник смерти. Все тело черного змея напряглось, после чего его гигантская голова внезапно взлетела в небо, сопровождаемая невероятно густым фонтаном крови. Казалось, что на весь остров обрушился кровавый шторм, и в воздухе распространился тошнотворный запах. Огромный змей с глухим стуком рухнул на землю, затем несколько раз дернулся, прежде чем затихнуть. Как раз в этот момент из головы гигантского змея вылетела полоса черного света. Внутри полосы черного света находился миниатюрный черный змей размером всего несколько сантиметров, который тут же попытался в панике убежать вдаль. Однако лазурная фигура уже была готова, и он в мгновение ока оказался перед миниатюрным черным змеем, затем открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, чтобы окутать его, прежде чем небрежно запихнуть в нефритовый флакон. Троица культиваторов при виде этого полностью застыла на месте, их челюсти упали прямо на морское дно внизу. К этому моменту лазурная фигура уже была раскрыта как молодой человек в лазурном одеянии, которому, по-видимому, было около 25-26 лет, с непримечательными чертами лица и слегка смуглым цветом лица. Глава 77. 2 могущественных сокровища. Молодой человек в лазурном одеянии полностью проигнорировал троицу, спокойно направившись к массивной голове черного змея, а затем протянул одну руку, чтобы сделать хватательное движение. Некоторая часть головы змея мгновенно взорвалась, после чего изнутри вылетело полупрозрачное черное ядро. Объект был усеян рядом глубоких черных узоров, и это было не что иное, как ядро демона черного змея. Молодой человек на мгновение бесстрастно осмотрел ядро демона, а затем убрал его. После этого он поднял руку, прежде чем сделать рубящее движение вниз, и 4 гигантских когтя черного змея были отрублены под аккомпанемент громкого треска. Молодой человек убрал когти, а затем направил свой взгляд на шею гигантского змея. Его взгляд остановился на светло-серебристой чешуе размером почти 3 метра, которая по внешнему виду полностью отличалась от всех черных чешуек вокруг нее. Вокруг чешуи также было несколько светло-серебристых костяных шипов, которые испускали поразительные колебания духовной ци. Чешуя и костяные шипы также были усеяны узорами, похожими на те, что были на ядре демона. Молодой человек осторожно извлек серебряную чешую и костяные шипы, затем взял еще несколько частей тела черного змея и только после этого бросил взгляд на ближайшую троицу культиваторов. Хотя в его глазах не было враждебности, троица все же сразу напряглась, совершенно не зная, что делать, когда они обильно потели. К счастью для них, молодой человек в лазурном одеянии быстро отвел взгляд, прежде чем улететь вдаль, как полоса лазурного света. Только после того, как он полностью исчез вдали, троица осмелилась коллективно вздохнуть с облегчением. Мог ли этот змей быть черным драконом с 5 когтями, о котором мы только что говорили? Спросил даос среднего возраста, глядя на тушу черного змея. Пожилой мужчина в черном одеянии на мгновение собрался с мыслями, а затем кивнул в ответ. Похоже на то.
Судя по тому, что мы только что видели, есть очень большая вероятность, что этот змей уже достиг стадии Великого Вознесения, и молодая женщина в зеленом одеянии, и даос среднего возраста резко вздохнули, услышав это. В сердце молодой женщины в зеленом одеянии все еще оставался страх, и она размышляла с озадаченным выражением лица. Этот старший не только смог убить этого змея, не используя никаких сокровищ, но и, похоже, это не стоило ему особых усилий. Может ли быть так, что он тоже был культиватором стадии Великого Вознесения? Я видела портреты и старшего Сима из секты Холодного Пламени, и старшего Закрытой Горы из Храма Царства Истока, но он, похоже, не был ни одним из них. Может ли быть так, что это был один из них в маскировке? Предположил даос среднего возраста. Не думаю. Судя по ранам, полученным черным змеем, похоже, что этот старший чистый культиватор тела, поэтому я не думаю, что он один из этих двух старших, сказал пожилой мужчина в черном одеянии, покачав головой. Если это не эти двое, то есть ли другие существа стадии Великого Вознесения в царстве духовной сферы? Спросила молодая женщина в зеленом одеянии, слегка нахмурив брови. Есть еще один. Вы забыли о старшем Ханли, который за одну ночь уничтожил секту Небесного Призрака. Он был именно культиватором тела. Воскликнул пожилой мужчина в черном одеянии. Глаза молодой женщины в зеленом одеянии слегка загорелись, когда она услышала это. Ах, теперь, когда вы упомянули об этом, тот старший Хань, как утверждалось, имел чрезвычайно молодое лицо. Неужели это был он только что? По-видимому, старший Хань, сошедший с небес бессмертный из царства бессмертных, так что он настоящий бессмертный. Даос среднего возраста тоже был очень взволнован. Пока они разговаривали друг с другом, их внимание быстро переключилось на тушу черного дракона с 5 когтями, и волнение в их глазах стало только сильнее. Хань Ли оставил тушу, но для троицы культиваторов стадии зарождающейся души, таких как они, если бы они могли забрать даже маленький кусочек плоти змея, этого было бы достаточно, чтобы вызвать огромный ажиотаж. В конце концов, это была плоть демонического зверя стадии Великого Вознесения. Секта Небесного Кристалла была сектой, история которой насчитывала 300 тысяч лет. Она не могла сравниться с такими сверхдержавами, как секта Холодного Пламени и Храм Царства Истока, но в ее рядах было несколько культиваторов стадии интеграции тела, и на нее определенно не стоило смотреть свысока. Однако секта всегда держалась в тени, поэтому она не была очень известна в царстве духовной сферы. В этот момент на тренировочной площадке в секте вспыхнул ослепительный золотой свет, который сопровождался оглушительным грохотом. Пожилого мужчину в серебряном одеянии отбросило, как тряпичную куклу, прежде чем он врезался в ограничение вокруг тренировочной площадки, после чего он изверг полный рот крови, прежде чем упасть на землю. Недалеко от него со стуком упала светло-золотая чаша, и духовный свет, исходящий от ее поверхности, значительно потускнел. В воздухе напротив пожилого мужчины стоял культиватор в лазурном одеянии, лицо которого было скрыто за пленкой лазурного света, и он медленно отдергивал протянутую правую руку. Вокруг тренировочной площадки собрались еще 3 культиваторов стадии интеграции тела, и они были ошеломлены увиденным. Они поспешно сняли ограничения вокруг тренировочной площадки, затем бросились к пожилому мужчине в серебряном одеянии и повернулись к культиватору в лазурном одеянии с осторожным выражением лица. «С вами все в порядке, Верховный Старейшина. Я в порядке». Этот товарищ даос в последний момент сдержался, ответил пожилой мужчина в серебряном одеянии, вытаскивая желтую пилюлю, прежде чем принять ее, и только тогда его цвет лица постепенно начал улучшаться. Остальные 3 культиваторов стадии интеграции тела были ошеломлены, услышав это. «Ваши силы поистине экстраординарны, товарищ даос. Мне стыдно признать, что я не могу выдержать даже одной вашей атаки», сказал пожилой мужчина в серебряном одеянии с кривой улыбкой, сложив кулак в знак приветствия культиватору в лазурном одеянии. «Если вы признаете поражение, то, согласно нашему соглашению, вам пора передать свой изысканный нефрит 8 сокровищ», безразличным голосом сказал культиватор в лазурном одеянии, и он звучал довольно молодо. Пожилой мужчина в серебряном одеянии с покорным выражением лица повернулся к крепкому мужчине рядом с ним, прежде чем отдать распоряжение, и, несмотря на свое нежелание, крепкий мужчина все же сделал то, что ему было сказано. Вскоре после этого он вернулся с белой нефритовой шкатулкой длиной в 1 метр и шириной около 15 сантиметров в руках, а затем передал ее пожилому мужчине в серебряном одеянии. Старик с тоскливым выражением лица погладил нефритовый ящик, а затем бросил его культиватору в лазурном одеянии, где тот завис перед ним, окутанный шаром золотого света. Культиватор в лазурном одеянии поймал нефритовый ящик, а затем постучал по нему кончиком пальца, который светился лазурным светом. Раздался слабый треск, и белая нефритовая шкатулка медленно открылась сама по себе, открывая несколько кусков белого нефрита разного размера. Они казались довольно непримечательными, но по их поверхности непрерывно струился восьмицветный духовный свет, представляя собой довольно завораживающее зрелище. Культиватор в лазурном одеянии с довольным выражением лица кивнул, затем снова надел крышку на шкатулку, прежде чем убрать ее.
Нам потребовались десятки тысяч лет, чтобы накопить эти куски высококачественного изысканного нефрита 8 сокровищ из нефритовых рудников нашей секты. Я надеюсь, что вы сможете использовать их с пользой, вздохнул пожилой мужчина в серебряном одеянии. Будьте уверены, я не позволю этим драгоценным сокровищам пропасть даром, пообещал культиватор в лазурном одеянии, а затем взмахнул рукой по воздуху, чтобы послать вспышку белого света, содержащую браслет для хранения, летящий к пожилому мужчине в серебряном одеянии. Я не возьму эти куски нефрита бесплатно. Предметов в этом браслете для хранения должно быть достаточно для компенсации, безразличным голосом сказал культиватор в лазурном одеянии, а затем улетел, как полоса лазурного света, в мгновение эко исчезнув в далеком небе. Пожилой мужчина в серебряном одеянии ввел свое духовное чувство в браслет для хранения, и на его лице тут же появилось ошеломленное выражение. Браслет содержал огромное количество духовных камней, а также некоторые чрезвычайно ценные духовные лекарства и ингредиенты демонических зверей. С точки зрения общей стоимости, эти предметы действительно не уступали изысканному нефриту 8 сокровищ. На самом деле, они имели еще большую ценность. В течение всего нескольких коротких месяцев в царстве духовной сферы одна за другой происходили странные события. У многих сект были отняты драгоценные материалы, секретные техники, искусство культивации или писания таинственной фигурой. Никто не знал, кто этот человек, но он был чрезвычайно могущественен. Однако он также был довольно разумным человеком, и все секты, у которых были отняты сокровища, получили щедрую компенсацию. В результате общественного возмущения по поводу этих событий не возникло. Вместо этого это стало горячей темой для обсуждения многих бродячих культиваторов и учеников других сект. После нескольких месяцев активности таинственная фигура внезапно исчезла, и ее больше никто не видел. Почти год пролетел в мгновение ика. В юго-восточной части царства духовной сферы находился огромный малиновый горный хребет. Горный хребет был известен как горный хребет огненного облака, и он простирался на сотни тысяч километров. Горный хребет был заполнен бесчисленными соединенными вулканами, которые постоянно извергали в воздух раскаленную лаву, наполняя весь район невероятной жарой и едким запахом серы. Все горы в этом горном хребте были темно-красного цвета, напоминая раскаленные до красна камни, и даже облака над горным хребтом всегда были окрашены в малиновый оттенок, что и дало название горному хребту. Это была самая большая область огненной духовной ци в царстве духовной сферы, а также один из самых опасных регионов во всем царстве. Даже среди продвинутых культиваторов очень немногие имели смелость углубляться в этот горный хребет. В глубине горного хребта огненного облака находилась огромная пропасть, в самой глубокой части которой протекала река расплавленной лавы, которая с грохотом текла непрерывно. Река светилась красным светом, как будто на ее поверхности горело бесчисленное множество огней. Температура здесь была настолько высокой, что воздух был чрезвычайно искривлен, что сильно ухудшало видимость. На скале, не более чем в 300 метрах от реки лавы, была выдолблена массивная пещера, и внутри нее вспыхивали огни всех цветов, сопровождаемые время от времени громкими звуками. В этот день из пещеры раздался драконий рев, после чего изнутри вырвался невероятно толстый столб белого света, прежде чем устремиться прямо к небесам. Внутри столба света можно было увидеть проекции двух змей и массивного комплекта костяной брони, и эти проекции долго висели в воздухе, прежде чем медленно исчезнуть. Внутри пещеры сидел со скрещенными ногами человек в лазурном одеянии. Это был никто иной, как Ханли, и на его лице было ликующее выражение. Перед ним парили два сокровища, мерцающие духовным светом, одно из которых представляло собой комплект белых костяных доспехов с довольно устаревшим дизайном. Его поверхность была усеяна гравюрами различных изображений, изображающих такие предметы, как щиты и зонтики. Другим сокровищем была пара серебряных перчаток с рядом серебряных костяных шипов на них, что придавало им вид пары голов змея. Оба сокровища испускали поразительные колебания духовной ци, и в глазах Хань Ли промелькнуло довольное выражение, когда его взгляд скользнул по паре сокровищ. Комплект костяной брони был известен как костяная броня 8 сокровищ, а перчатки — как перчатки, пронзающие небеса. Он нашел методы усовершенствования обоих этих сокровищ в писаниях секты Небесного Призрака, и эти сокровища идеально подходили ему, поскольку требовали, чтобы пользователь обладал чрезвычайно грозной физической силой, чтобы раскрыть свой полный потенциал. Сима Цзиньмин сказал ему, что этот альтернативный метод вознесения очень опасен, поэтому в качестве меры предосторожности он изо всех сил старался собрать бесчисленные драгоценные материалы, чтобы усовершенствовать эти два сокровища. Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая убрала пару сокровищ, а затем перевернул руку, чтобы достать лазурный нефритовый листок, содержащий подробную карту царства духовной сферы. На карте уже было отмечено несколько мест, и они отмечали хрупкие пространственные узлы, которые он нашел из писаний, которые читал в различных сектах, но он еще не проверил эти пространственные узлы лично. После короткого раздумья его взгляд упал на отмеченную точку в юго-восточной части карты, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Несколько мгновений спустя из долины вылетела полоса лазурного света, прежде чем устремиться вдаль.
Глава 78. Явление Большой Медведицы. На гигантской снежной горе высотой более 30 километров в царстве духовной сферы. В небе был слой чрезвычайно густых темных облаков, в которых непрерывно гремел гром, и время от времени можно было увидеть вспышки темно-синей молнии. Внизу непрерывно выли порывы свирепого ветра, приводя в неистовство бесчисленные снежинки в небе. Примерно в 100 километрах от этой горы находилась мирная область с чистым небом и яркой луной, что создавало резкий контраст со снежной горой. Вершина снежной горы уже была срезана, превратив ее в огромное плато размером более 300 метров. На плато находились десятки черных каменных столбов, каждый из которых был высотой более 30 метров. Казалось, что столбы были расставлены случайным и беспорядочным образом, но на самом деле они были расположены таким образом, что образовывали гигантское кольцеобразное формирование, состоящее из двух кругов, один снаружи другого. В центре формации на Земле была выгравирована серия сложных духовных узоров, а на вершины окружающих каменных столбов были встроены куски духовных камней с чрезвычайно обильной духовной ци. В этот момент в центре формации среди ветра и снега сидела высокая фигура со скрещенными ногами. На нем была тонкая лазурная мантия, и у него были непримечательные, но четкие черты лица. Его глаза были яркими, как звезды, и это был никто иной, как Ханли. Он мягко закрыл глаза, быстро делая серию ручных печатей и тихим голосом напевая заклинание, активируя свое искусство происхождения Большой Медведицы. Внезапно на вершине горы появился ослепительный свет. Безграничный серебряный звездный свет пронзил темные облака, проецируясь с небес, образуя 7 невероятно толстых столбов серебряного света, которые окутывали всю гору. Весь кружащийся снег, падавший в столбы серебряного света, мгновенно исчезал, превращаясь в пар. Хань Ли продолжал делать серию ручных печатей, поднимая руки к небу, из его талии вырвалась вспышка черного света, после чего вылетели 7 зеркал звездного света, и каждая из них влетела в один из столбов света, прежде чем испустить ослепительное сияние. В то же время над Хань Ли внезапно появился странный водоворот, притягивающий к себе 7 зеркал. По мере того, как водоворот становился все больше и больше, сила всасывания, которую он испускал, также становилась все более выраженной, и все 7 зеркал начали непроизвольно сходиться к его центру. На 7 массивных столбов света также оказали влияние, они начали наклоняться и сходиться к центру водоворота. Раздался грохочущий звук, похожий на раскат грома, и 7 столбов серебряного света наконец слились воедино, образуя гигантский столб света диаметром более 300 метров. Казалось, что столб света соединяет небо и землю и охватывает всю гору. В то же время в созвездии Большой Медведицы на небе происходило поразительное изменение. 7 звезд Большой Медведицы одна за другой начали светиться пурпурно-серебряным светом, и в то же время они также меняли свое положение, сначала образуя прямую линию, а затем располагаясь в круг. Сразу после этого из кольца вырвался невероятно толстый столб пурпурно-серебряного света, пронзивший ночное небо, прежде чем упасть прямо на Хань Ли. В тот момент, когда пурпурно-серебряный свет коснулся Хань Ли, его одежда мгновенно превратилась в пепел. В то же время его тело стало полностью прозрачным и приобрело ярко-серебряный оттенок. Сквозь его кожу даже можно было увидеть, что в мышцах и костях его тела начинают происходить изменения. В прошлом они были окутаны лишь слоем слабого серебряного света, но теперь они были словно заключены в жидкое серебро. На снежной горе раздался громкий гул, когда с неба упали бесчисленные фрагменты серебряного света, заменив падающий снег. Фрагменты света образовали огромный сферический световой барьер, который охватывал всю гору, и изнутри него исходили чрезвычайно грозные колебания духовной ци. По мере того, как эти колебания становились все сильнее и сильнее, вся гора начала раскачиваться и сильно дрожать, и вскоре весь горный хребет погрузился в состояние волнения. Земля в радиусе почти 1000 километров непрерывно сотрясалась, и образовались бесчисленные длинные и извилистые трещины. Некоторые из них даже вызывали сдвиги в близлежащих руслах рек, что приводило к реструктуризации рек. Со всех сторон пышного первобытного леса поблизости начали подниматься клубы пыли, и бесчисленные дикие звери скакали по лесу, ревя в панике. В небе над лесом парили бесчисленные птицы и летающие звери, образуя темное одеяло, скрывавшее большую часть неба. В нескольких сотнях километров отсюда высокий вулкан, который уже более 10 тысяч лет находился в спящем состоянии, снова извергся под воздействием этих сильных и продолжительных толчков. Из вулкана среди клубов густого черного дыма извергались большие объемы темно-красной лавы, поднимаясь высоко в небо. Бесчисленные камни, раскаленные до красна, были подброшены в воздух, а затем рухнули обратно, как метеоритный дождь, оставляя за собой длинные огненные хвосты в ночном небе. Падающие камни прошли сквозь слои вулканического пепла, а затем рухнули на лес внизу. Большие участки леса мгновенно загорелись, освещая ночное небо ярко-красным оттенком среди густого дыма. Сразу после этого из разных частей горного хребта вылетело около дюжины полос света, и все они остановились в воздухе в десятках километров от серебряного шара света. На месте происшествия собрались люди всех мастей, и большинство из них были одиночки, лишь изредка встречались небольшие группы.
Все они были бродячими культиваторами, которые скрывались в этом горном хребте, и их базы культивации сильно различались. Самые слабые находились только на поздней стадии конденсации ЦИ, а самые сильные — на средней стадии пространственного закаливания. Помимо них были и странно выглядящие гуманоидные фигуры. У некоторых из них на головах росли рога, у некоторых — яркие полосы на теле, у некоторых — шерсть, а у некоторых даже звериные головы вместо человеческих. Было ясно, что это были демонические культиваторы. Однако, независимо от того, какой расе принадлежали эти культиваторы, все они в настоящее время смотрели на вершину снежной горы с ошеломленными и испуганными выражениями лиц, и ни один из них не осмеливался приблизиться к месту происшествия, чтобы расследовать его. Может ли быть так, что здесь культиватор стадии Великого Вознесения вот-вот превзойдет скорбь Вознесения? Спросил молодой человек в белом одеянии сбитым с толку голосом, глядя на явление, разворачивающееся на снежной горе. Молодого человека сопровождал худощавый пожилой мужчина, который покачал головой и сказал: «Не думаю. Нет никаких признаков падения молнии скорби. Вместо этого это больше похоже на то, что кто-то практикует чрезвычайно глубокое искусство культивации, и эти явления — признак того, что он вот-вот достигнет полного мастерства в этом искусстве. И все это из-за того, что кто-то практикует искусство культивации». Как такое возможно? Молодой человек в белом одеянии резко вздохнул, услышав это, не в силах осознать такую ошеломляющую концепцию. Как раз в этот момент с вершины горы раздался громоподобный рев, и невероятно мощный энергетический взрыв прокатился по воздуху во всех направлениях с вершины горы. Все уже были довольно далеко от вершины горы, но все равно тут же отлетели назад, как полосы света. Один из более слабых демонических культиваторов не смог вовремя уйти достаточно далеко, и его поразил энергетический взрыв. В результате он мгновенно получил чрезвычайно тяжелое ранение и был на волосок от гибели. Только отступив еще примерно на 100 километров, все остановились, прежде чем повернуться к вершине горы с затаившимся страхом в глазах. Сферический световой барьер, охватывающий всю снежную гору, расширился примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, тем самым охватив еще большую площадь. В результате вся снежная гора превратилась в размытое пятно, и лишь с трудом можно было различить ее чрезвычайно слабые очертания. В то же время на пике 9 дворцов храма царства Истока Даос закрытой горы стоял на платформе сбора звезд, глядя на измененное созвездие Большой Медведицы в ночном небе со сложным выражением лица. Хань Ли вынудил его разрушить барьеры, которые облегчали связь между храмом и царством бессмертных, поэтому он полностью предал Даоса Ясного Света. Теперь, когда Хань Ли, казалось, собирался уйти, Даос закрытой горы размышлял, что он будет делать, если Даос Ясного Света решит попытаться наказать его за это преступление. В дополнение к этому, секта Холодного Пламени в последние несколько лет быстро развивалась, поглощая множество мелких держав и сект, и к этому моменту секта Холодного Пламени и храм Царства Истока были примерно равны по силам. С уходом Хань Ли царства духовной сферы, скорее всего, погрузится в конфликты и беспорядки. Подумав об этом, Даос закрытой горы не мог не вздохнуть с тоской. На площади на вершине пика священного огня секты Холодного Пламени Сима Цзиньмин обеими руками сжимал белые нефритовые перила перед собой, и он также смотрел в ночное небо со сложным выражением в глазах. Через некоторое время он тяжело вздохнул, а затем пробормотал себе под нос с облегчением: «Вы, наконец, уходите, старший Хань». Хотя секта Холодного Пламени стала значительно сильнее после гибели секты Небесного Призрака, существование Хань Ли постоянно давило на его сердце, как гора. Хотя секта Холодного Пламени была в довольно хороших отношениях с Хань Ли, это все равно не меняло того факта, что Хань Ли был тем, кто был способен уничтожить всю секту Холодного Пламени по прихоти, если бы ему это заблагорассудилось. Следовательно, само его существование представляло постоянную угрозу для того, что в противном случае должно было быть доминирующей державой царства духовной сферы, поэтому неудивительно, что Сима Цзиньмин чувствовал себя так встревоженно. Тем временем в уединенной пещере на пике восходящего облака Гао Юньюэ и Юй Мэнхан сидели рядом с каменным столом во дворе пещеры. Последняя положила подбородок на руки, глядя на кольцеобразную большую медведицу в небе, а также на тот столб пурпурно-серебряного света, и ее глаза были немного расфокусированы. На лице Гоу Юньюэ появилась нежная улыбка при виде ее печального вида, и она слегка дразнящим голосом сказала: «Должна сказать, старейшина Хань был очень добр к тебе. Он не только оставил тебе эту пещеру, но и оставил тебе так много сокровищ и пилюль. В общей сложности эти ресурсы конкурируют с тем, что можно ожидать найти во всей небольшой секте, и их будет более чем достаточно, чтобы поддержать тебя до стадии зарождающейся души». Юй Мэнхан слегка запнулась, услышав это, а затем ответила: «Старейшина Хань, скорее всего, оказывает мне такое предпочтение только потому, что я была той, кто отвела его и сестру Лейр обратно в наше поместье Юй. Если подумать, он уже давно отплатил за эту услугу. Я должна ему гораздо больше, чем он мне». Гоу Юньюэ улыбнулась и ничего не ответила на это. Таким образом, обе они замолчали, и во дворе воцарились мир и покой.
В пещере на полпути к пику восходящего облака даос белого камня сидел со скрещенными ногами в секретной комнате. Перед ним лежала старая книга, слегка пожелтевшая от времени, на обложке которой жирным и примитивным шрифтом было написано «Углубленное описание водной культивации». Это было искусство культивации призраков высшего уровня секты Небесного Призрака, и в прошлом это был чрезвычайно важный ресурс, который никогда не был бы отдан кому-либо за пределами секты, поэтому даос белого камня был поражен, когда Хань Ли внезапно навестил его и даровал ему это искусство культивации. Как только он получил искусство культивации, он сразу же начал усердно изучать его, и к этому моменту он уже достиг второго уровня. В результате узкое место на ранней стадии формирования ядра, которое мешало ему годами, наконец начало немного ослабевать. Это, естественно, было чрезвычайно обнадеживающим поворотом событий, и даос белого камня не только был в восторге от этого прогресса, но и чувствовал себя чрезвычайно удачливым, что смог следовать за Хань Ли, хотя и недолго. Глава 79. Сокрушение пространства. В темном ночном небе звезды выглядели странно тусклыми, за исключением кольцеобразной большой медведицы, которая сияла, как пурпурно-серебряное солнце. Внезапно огромный столб пурпурно-серебряного света, который она проецировала вниз, исчез без всякого предупреждения. Раздался грохот, и сферический световой барьер, охватывающий всю гору, яростно взорвался, рассыпавшись на бесчисленные пятнышки серебряного света, которые танцевали в воздухе, как искры светлячков. Издалека казалось, что на этот мир спускается прекрасная галактика звезд. Однако этот великолепный пейзаж не продержался очень долго, прежде чем серебряные пятнышки света внезапно начали быстро сходиться к вершине снежной горы, как будто их туда вызвали, а затем исчезли в теле молодого человека, все тело которого излучало яркий серебряный свет. Молодым человеком был никто иной, как Хань Ли, и, хотя волны серебряного света неистово хлынули в его тело, он оставался совершенно неподвижным, плотно закрыв глаза. Через неопределенный промежуток времени его ресницы слегка затрепетались, и он резко открыл глаза. В его глазах, невероятно ясных и отражавших все звезды на небе, как пара зеркал, вспыхивал синий свет. В следующее мгновение он испустил тихий крик, и облако светящегося серебряного тумана вырвалось из его рта, а затем постепенно растворилось в ночи. 7 пятнышек синего света ярко светились на его груди и животе. Он, наконец, проявил 7-ю глубокую апертуру, серебряный свет, исходящий от его тела, также постепенно угасал, но на его коже формировалась тонкая полупрозрачная пленка, и по поверхности тонкой пленки непрерывно струились пряди серебряного света. Это истинная экстремальная мембрана, признак истинного экстремального тела. Как и ожидалось, полное мастерство в искусстве происхождения большой медведицы действительно мгновенно приводит к достижению истинного экстремального тела. Хань Ли был в восторге, когда он поднял руку, чтобы осмотреть тонкую пленку, которая окутывала все его тело. Он обнаружил, что для поддержания пленки не требуется никаких затрат магической ци и что она немного холодна на ощупь. В дополнение к этому, она совсем не казалась чужеродной, как будто была частью его тела. Одной лишь мыслью он смог сжать пленку так, что она прилипла к его коже, а затем исчезла в его теле после вспышки звездного света. Затем он снова вызвал пленку, и она мгновенно появилась над его телом по его велению. После нескольких экспериментов с этой последовательностью восторг Хань Ли только продолжал расти. Он не только оттачивал свое мастерство над истинной экстремальной мембраной, но и в процессе обнаружил, что его духовное чувство полностью восстановилось. Только по одному духовному чувству он уже намного опережал среднего истинного бессмертного, и это, несомненно, было фантастической новостью для Хань Ли, который собирался вернуться в царство бессмертных. Только к этому моменту явления, происходившие в этом районе, постепенно утихли, и даже извергающийся вулкан медленно успокоился. Однако потребовалось еще некоторое время, прежде чем огонь, охвативший лес, погас сам собой. В сотнях километров отсюда все бродячие культиваторы, парящие в воздухе, смотрели вверх с благоговейными выражениями лиц, совершенно не зная, что делать. Спина молодого человека в белом одеянии уже была мокрой от холодного пота, и он пробормотал сбитым с толку голосом: «Это все, возможно», — ответил худощавый пожилой мужчина с довольно нерешительным выражением лица. Стоя на вершине снежной горы, Хань Ли не проявлял ни малейшего восторга. Вместо этого на его лице было довольно торжественное выражение, как будто он готовился к испытанию. Только он знал, что настоящее испытание только начинается. В тот момент, когда он достиг истинного экстремального тела, отторжение этого царства уже начало действовать на него, оказывая огромное давление, пытаясь изгнать его из этого мира. В этот момент он чувствовал, что даже циркуляция воздуха вокруг него стала чрезвычайно вялой, и даже его дыхание было слегка затруднено, как будто он упал в болото. Эта сила отторжения не была ему незнакома. Еще когда он возносился в царство бессмертных из царствий духов, он кратко ощущал то же самое, но в то время он был слишком занят борьбой с молниеносной скорбью, чтобы насладиться этим ощущением. Он глубоко вздохнул, делая ручную печать, а затем начал читать заклинание.
Раздался слабый жужжащий звук, когда вокруг него в унисон появились десятки вспышек света. Всплески богатой духовной ци вырвались из духовных камней, встроенных в вершины окружающих каменных столбов, а затем потекли в массив вдоль узоров на столбах. Руны, которые были выгравированы на земле и каменных столбах, мгновенно загорелись, быстро образуя чрезвычайно замысловатый и сложный массив, который светился серебряным сиянием. Этот массив был известен как массив пространственных духовных узоров, и это был пространственный массив, который он нашел в древнем фолианте барьеров в библиотеке писаний храма Царства Истока. Хотя массив не был способен напрямую разрушить пространство, он мог устранить часть пространственного сопротивления, с которым он собирался столкнуться, и это было бы ему очень полезно. Десятки столбов серебряного света в унисон вырвались в небеса со снежной горы, пронзив прямо темные облака наверху. В тот момент, когда столбы света ворвались в темные облака, они мгновенно превратились в гигантский водоворот, который быстро вращался вокруг столбов света, и окружающий ветер и снег также пришли в неистовство. Толстые молнии начали непрерывно извиваться и кружиться вокруг столбов света, как ряд темно-синих змеев, испуская глухой грохот. Бродячие культиваторы, наблюдавшие издалека, были сильно встревожены, увидев это, и тут же отступили еще дальше, опасаясь каких-либо дальнейших опасных явлений, возникающих из-за сцены, которую они наблюдали. На этот раз они отступили почти на 1000 километров и только тогда остановились. Как раз в этот момент Хань Ли встал внутри массива, а затем одним движением запястья выпустил из рукава десятки полос черного света. Это была партия из почти 100 зеркал звездного света, и все они полетели к окружающим столбам света. Эти зеркала звездного света обладали пространственной силой, и чтобы усовершенствовать их, он не только исчерпал весь запас камней рассвета инь секты небесного призрака, но даже израсходовал все камни рассвета инь, которые приобрел из сумки для хранения Тунжинье. Влетев в столбы света, зеркала звездного света поднялись прямо вверх, прежде чем исчезнуть в темных облаках. Хань Ли сделал ряд ручных печатей, читая заклинание, и внезапно в его глазах вспыхнул синий свет, когда он испустил взрывной крик. Ряд оглушительных грохотов мгновенно раздался один за другим, и в небесах взорвался безграничный серебряный звездный свет, образуя серебряный экран света, который открыл обширную область серебряного сияния внутри водоворота темных облаков. Как раз в этот момент все тело Хань Ли начало светиться, и он подпрыгнул в воздух, летя прямо вверх к той светящейся серебряной области. Внутри водоворота был обширный простор хаоса, и весь район был заполнен серым туманом. Тысячи серых пространственных разломов разных форм и размеров были беспорядочно разбросаны по всей светящейся серебряной области, представляя собой чрезвычайно нестабильное зрелище. Хань Ли окинул взглядом этот район и обнаружил, что из этих пространственных разломов время от времени вылетают маленькие лезвия серого света. Как только окружающие темные облака соприкасались с этими лезвиями света, они мгновенно измельчались, и даже молния, пораженная одним из лезвий света, мгновенно рассекалась надвое. По мере того, как появлялось все больше и больше этих лезвий серого света, светящаяся серебряная область, которая была открыта безграничным звездным светом, также разрушалась, и она быстро сокращалась со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Темные облака начали поглощать обширный простор серебряного сияния, и Хань Ли, увидев это, больше не колебался. Он тут же издал низкий рев, и из его тела вырвался ослепительный золотой свет, когда он быстро увеличился в размерах, превратившись в гигантскую золотую обезьяну высотой в несколько десятков метров в мгновение ока. Гигантская обезьяна глубоко вздохнула, и на ее глобелле появилась рана, из которой вырвалось облако черной ци, и внезапно появился чернильно-черный глаз. В глубине зрачка глаза вспыхнул черный свет, и была выпущена тонкая нить черного света. Как только появилась нить черного света, она тут же превратилась в толстый столб черного света, который в мгновение ока исчез в воздухе. Однако в следующее мгновение из глубины водоворота темных облаков внезапно раздался грохот. Сразу после этого все небо внезапно затихло. Казалось, что все это пространство застыло во времени, и даже кружащиеся темные облака и окружающий ветер и снег стали совершенно неподвижными. В глубине водоворота среди темных облаков возникла нечеткая стена серого света размером около 30 метров и чрезвычайно неправильной формы. В глазах гигантской обезьяны вспыхнул синий свет, и она подняла руки, на которых на ее огромных кулаках появились две вспышки ослепительного серебряного света. Появилась пара перчаток, украшенных рядом белых костяных шипов, окутывающих оба ее кулака. Затем гигантская обезьяна испустила громоподобный рев, прежде чем черпать свои запасы магической ци, и из ее тела мгновенно вырвались бесчисленные нити золотого света, прежде чем потечь в серебряные перчатки вдоль ее рук. Перчатки мгновенно начали светиться ярко-серебряным светом, и они увеличились примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером. В то же время на груди и животе гигантской обезьяны появились 7 сияющих шаров синего света, и мышцы по всему ее телу еще больше вздулись, а ее руки внезапно значительно утолщились. Сразу после этого она подняла кулак, прежде чем нанести жестокий удар по серой стене света. Вспышка серебряного света вырвалась из ее кулака,
а затем быстро расширилась, когда она пронеслась по воздуху, превратившись в проекцию головы серебряного змея размером с дом, прежде чем погрузиться глубоко в водоворот. Раздался оглушительный грохот, и все небо сильно задрожало. Ряд громких тресков, похожих на звук разбивающегося зеркала, раздался от серой стены света в глубине водоворота, и в ее центре появились трещины, которые быстро распространились по всей ее поверхности. Тем не менее, серая стена света все еще не разрушилась. Вместо этого светящаяся серая область, которая поддерживалась звездным светом, рухнула среди сильных толчков. Темные облака, которые застыли, снова начали неистово кружиться, и бесчисленные серые пространственные разломы постепенно расширялись, сходясь к гигантской обезьяне. Гигантская обезьяна, увидев это, тут же ускорила шаг, бросившись к серой стене света всего за несколько вспышек, как призрак. Затем она снова черпнула свою магическую ци, и по ее рукам хлынул золотой свет, когда из-под ее меха появился слой золотой чешуи. В то же время ее мышцы быстро вздулись еще больше, и 7 глубоких апертур на ее груди и животе также начали ярко светиться, как и ее перчатки, пронзающие небеса. На перчатке появилась проекция серебряной головы дракона, которую сопровождал низкий драконий рев. Гигантская золотая обезьяна испустила громоподобный рев, когда она ударила кулаком по серой стене света, и раздался оглушительный грохот, когда костяные шипы на ее правых перчатках мгновенно разбились при ударе, в то время как проекция драконьей головы и сами перчатки взорвались в унисон. В ночном небе внезапно появилось сверкающее серебряное солнце, испуская ослепительный свет, который поглотил практически всю стену серого света. Сразу после этого раздался отчетливый треск, и на стене серого света наконец появилось отверстие длиной около 3 метров, открывая за собой мутное серое пространство. В то же время разлом испустил всплеск чрезвычайно мощных пространственных колебаний, свирепость которых Хань Ли никогда раньше не ощущал. По телу гигантской обезьяны промелькнул золотой свет, когда она быстро вернулась в свою человеческую форму, а затем в мгновение Икэ влетела в отверстие. Как только Хань Ли вошел через отверстие, дюжина или около того пространственных разломов и темных облаков позади него поглотили стену серого света. Через несколько секунд серебряные столбы света на вершине снежной горы постепенно угасли, и водоворот темных облаков в небе также рассеялся, в то время как пространственные разломы, которые остались позади, медленно закрылись. Шторм ветра и снега возобновился, и, помимо завывания ветра, все снова было мирно и тихо. Глава 80. Странные пузыри. Потоки света разных цветов бурлили по всему району яростным и хаотичным образом, образуя огромные волны, которые постоянно сталкивались друг с другом среди оглушительного грохота. Время от времени в волнах света появлялись ряды белых пространственных разломов, испуская поразительную силу всасывания и пронзительный гудящий звук. Даже всемогущим культиваторам стадии Великого Вознесения или высокоуровневым демоническим зверям с почти неразрушимыми физическими телами приходилось проявлять крайнюю осторожность при прохождении через это пространство. Даже малейшая потеря концентрации могла привести к полному разрушению тела и души, не только положив конец жизни человека, но и лишив его шанса на реинкарнацию. Это был межпространственный разрыв. В этот момент Хань Ли был похож на неумеющего плавать человека, которого внезапно бросили в бушующее и бурное море. Он уже предвидел, что межпространственный разрыв будет чрезвычайно опасным местом, через которое будет чрезвычайно трудно пройти, но для него это все равно было довольно удивительным зрелищем. Пространственный шторм, который бушевал по всей окружающей территории, был во много раз сильнее того, который он перенес во время своего вознесения из царства смертных в царство духов. Если бы не тот факт, что он уже достиг истинного экстремального тела и принял бесчисленное количество пилюль, а также практиковал бесчисленные искусства культивации, которые улучшили его физическое телосложение, он, скорее всего, был бы полностью измельчен в тот момент, когда вошел в это пространство. Все его тело уже было заключено в комплект старинных белых костяных доспехов. Это была костяная броня 8 сокровищ, которую он усовершенствовал, используя бесчисленные драгоценные сокровища из царства духовной сферы, но даже при этом он неустойчиво покачивался под воздействием огромной силы всасывания, действующей на него со всех сторон. Он глубоко вздохнул, и из комплекта костяной брони вырвался ослепительный белый свет, когда все зонтики, щиты и другие изображения на его поверхности загорелись в унисон. В то же время раздался резкий визг, и все изображения спроецировались, прежде чем вращаться вокруг Хань Ли. Эти проекции на мгновение вращались вокруг него, прежде чем слились воедино, образовав чрезвычайно существенный защитный барьер, который охватил все его тело. Защитный барьер испускал сияющий белый свет и сдерживал некоторые из сильных пространственных колебаний в окружающей среде. Только тогда Хань Ли смог прийти в себя, и он удовлетворенно кивнул, осматривая свой комплект костяной брони. Этот комплект костяной брони 8 сокровищ был усовершенствован специально для борьбы с пространственным штормом в межпространственном разрыве, и он тщательно отобрал все использованные материалы. Несколько основных материалов, таких как изысканный нефрит 8 сокровищ, обладали пространственными атрибутами, и комплект доспехов, безусловно, оправдывал его ожидания до сих пор. В его глазах несколько раз вспыхнул синий свет,
после чего он двинулся вперед, как полоса света. Окружающий пространственный шторм волнами хлынул на него, но был сдержан комплектом костяной брони 8 сокровищ. Однако примерно через 15 минут его брови снова слегка нахмурились от беспокойства. Хотя он был хорошо защищен комплектом костяной брони, прогресс, которого он добивался в пространственном шторме, был мучительно медленным. К этому моменту, по его оценкам, он продвинулся всего на 50 километров. При нормальных обстоятельствах это само по себе не вызывало бы беспокойства. В конце концов, это был хрупкий пространственный узел между двумя царствами, и даже если бы прогресс был медленным, он в конце концов достиг бы царства бессмертных, если бы продолжал продвигаться вперед. Однако он ясно чувствовал, что духовная ци, пронизывающая комплект костяной брони, быстро истощается, поскольку она противостоит пространственному шторму. Я хотел сэкономить немного энергии, чтобы справиться с любыми потенциальными непредвиденными обстоятельствами, но похоже, что я больше не могу сдерживаться, пробормотал Ханли себе под нос после минутного раздумья. В следующее мгновение ослепительный радужный свет, яркий, как солнце, вырвался из всего его тела. Ясный крик Феникса поднялся прямо в небеса, когда он превратился в гигантскую птицу длиной в несколько десятков метров. Это была не что иное, как форма небесного Феникса из его 12 пробуждающих трансформаций. Костяная броня 8 сокровищ разобралась, превратившись в ряд костяных пластин, которые прилипли к различным частям тела небесного Феникса, но белый световой барьер совсем не пострадал. Небесный Феникс расправил крылья и превратился в радужную тень, которая устремилась прямо вперед со скоростью, во много раз превышающей прежнюю. Пространственный шторм продолжал сходиться со всех сторон, но как только он соприкасался с небесным Фениксом, из его тела мгновенно вырывалась вспышка радужного света, чтобы отвести пространственный шторм в сторону. Небесный Феникс обладал способностью манипулировать пространством, поэтому в этом пространственном шторме он был как рыба в воде. В глазах небесного Феникса появился проблеск волнения, и он испустил долгий крик, прежде чем еще больше ускориться, быстро продвигаясь сквозь безграничный пространственный шторм впереди. Время медленно шло. В межпространственном разрыве не было ни дней, ни ночей, но, по оценкам Ханли, примерно день уже прошел. За этот день он столкнулся со многими опасными ситуациями, и это казалось более долгим и трудным, чем даже целый год. В межпространственном разрыве были не только пространственные штормы, но и другие непредвиденные опасности, скрывавшиеся в тени, в том числе даже вид странных живых существ, которые населяли этот район и несколько раз нападали на него. К счастью, он смог заранее обнаружить эти опасности с помощью своих глаз духовного прозрения, и это в сочетании со способностями небесного Феникса к пространственным манипуляциям позволило ему каждый раз уходить невредимым. К этому моменту радужный свет вокруг тела небесного Феникса уже стал значительно тусклее, чем раньше, и в его глазах также появился оттенок усталости. Поддержание этой формы в течение длительного периода времени было очень физически утомительным для Ханли, но еще больше его беспокоил комплект костяной брони, который он носил. На поверхности доспехов уже появились трещины, и все, что осталось от белого защитного барьера вокруг него, это только тонкий слой, который был менее чем на треть мощнее, чем на пике. Если бы я знал, что так случится, я бы потратил еще немного времени, чтобы усовершенствовать еще одно сокровище, пробормотал Ханли себе под нос с кривой улыбкой, но тут же отогнал эту мысль. К этому моменту было уже слишком поздно поворачивать назад, поэтому не было смысла плакать над пролитым молоком. Он глубоко вздохнул, и радужный свет вокруг его тела засиял ярче, когда он снова ускорился. Вскоре после этого его глаза внезапно загорелись, когда он увидел пятнышко белого света среди пространственного шторма впереди. Это было всего лишь очень слабое пятнышко света, но оно стояло как непоколебимый маяк среди шторма хаоса и мутной серости. Может ли быть, в голову Ханли пришла возможность, и он рефлекторно еще больше ускорился, быстро летя к пятнышку белого света. Чем больше он продвигался вперед, тем ярче становилось пятнышко белого света, и изнутри исходила необъяснимая, но царственная аура, как будто за ним лежало чрезвычайно священное место. Эту ауру Ханли уже чувствовал раньше. Это была аура царства бессмертных. Наконец-то Ханли испустил долгий вздох облегчения и волнения. К счастью, катастрофы не случилось. В противном случае, если бы этот комплект костяной брони 8 сокровищ был разрушен, он не смог бы противостоять пространственным штормам внутри межпространственного разрыва только своим физическим телом. Хотя он уже чувствовал себя довольно измотанным, его воодушевил вид, который встретил его впереди. Как только он сможет вернуться в царство бессмертных, он сможет найти организацию, которая предлагает вознаграждение за его поимку, и это будет лишь вопросом времени, когда он раскроет события, которые привели к его амнезии и тяжелым ранениям, которые он получил. Пролетев еще некоторое время вперед, Ханли внезапно начал замедляться, и в его глазах появилось озадаченное выражение. Массивный желтый объект размером в несколько сотен километров парил среди пространственной турбулентности недалеко впереди, и он имел вид огромного пузыря. Бурный пространственный шторм мгновенно отталкивался, как только соприкасался с гигантским пузырем, не в силах причинить ему ни малейшего вреда.
Более того, Хань Ли едва мог различить что-то, находящееся внутри таинственного пузыря, и в его глазах появился слой синего света, когда он сосредоточил свой взгляд на пузыре, но затем его брови слегка нахмурились. Там была какая-то своеобразная сила, которая мешала его обзору, и даже его глаза духовного прозрения не могли видеть сквозь пузырь. В сердце Хань Ли зародился проблеск любопытства, но он тут же покачал головой. Пузырь был очень странным существом, и он был далек от пика своей формы прямо сейчас, поэтому лучше всего было держаться подальше от неприятностей, насколько это возможно, и уделять первоочередное внимание тому, чтобы добраться до царства бессмертных. Подумав об этом, небесный феникс расправил крылья, а затем изменил траекторию полета, чтобы обогнуть желтый пузырь. Как раз в этот момент пространственный шторм вокруг него начал яростно кружиться. Внезапно из пространственного шторма вырвалась огромная сила, прежде чем яростно обрушиться на небесного феникса. Что это было? Сила, пронизывающая всплеск силы, не уступала его тотальной атаке. Небесного феникса мгновенно отбросило в сторону, прежде чем он непроизвольно врезался в желтый пузырь. Желтый пузырь с легкостью отражал окружающий пространственный шторм, но небесный феникс не только не оттолкнулся, но и без всякого сопротивления погрузился в пузырь. Хань Ли почувствовал, что мир вокруг него вращается, и только энергично взмахнув крыльями несколько раз, он смог едва удержаться на месте. Всплеск силы, который врезался в него, был чрезвычайно мощным, но его было недостаточно, чтобы причинить ему вред в его нынешнем состоянии. Успокоившись, он быстро осмотрел окрестности и был весьма впечатлен увиденным. Это был чрезвычайно мирный желтый мир. Насильственная пространственная турбулентность снаружи полностью исчезла, и в воздухе проникал желтый свет. Внизу находился участок суши размером в несколько сотен километров, напоминающий остров. Первозданная ци мира в этом желтом пространстве была чрезвычайно обильной, в сотни раз больше, чем даже в лучших духовных регионах царства духовной сферы. Остров был усеян пышными лесами, и все деревья, растущие на острове, выглядели не моложе 1000 лет. По всему лесу также было разбросано множество духовных ингредиентов, возраст каждого из которых составлял не менее нескольких тысяч лет. Были также много духовных лекарств возрастом более 10 тысяч лет, и большинство из них были видами, которых он не узнавал. Это был остров, усеянный сокровищами. После краткого раздумья Хань Ли во вспышке радужного света вернулся в свою человеческую форму, затем перевернул руку, чтобы вызвать синюю пилюлю, которую тут же проглотил. Эта пилюля называлась пилюлей небесной звезды, и это была секретная пилюля храма Царства Истока, которая была усовершенствована с использованием нескольких видов духовных лекарств, способных поглощать звездную силу. Для такого, как он, кто культивировал искусство происхождения Большой Медведицы, это была идеальная пилюля для восстановления. Пилюля небесной звезды быстро растворилась в потоке тепла, который разлился по всему его телу, наполняя его истощенное тело всплеском жизненной силы, способствующим быстрому восстановлению. Вместо того, чтобы сразу же спускаться на землю, Хань Ли активировал свои глаза духовного прозрения и начал внимательно осматривать окрестности. Он не мог избавиться от чувства, что кто-то или что-то намеренно запустило в него тот всплеск силы, чтобы загнать его в желтый пузырь. Как раз в этот момент внизу раздался оглушительный рев. Весь остров сильно задрожал, когда из леса поднялось гигантское желтое облако, прежде чем молнией полететь к Хань Ли, достигнув его в мгновение ока. В желтом облаке едва можно было различить массивную фигуру, которая, казалось, принадлежала гиганту. Из желтого облака вылетел огромный желтый кулак. Кожа на кулаке была желтой и сморщенной, как чрезвычайно грубые корни деревьев. Как только кулак появился, он с невероятно грозной силой врезался прямо в Хань Ли, и еще до того, как кулак достиг Хань Ли, пространство вокруг него уже начало сильно колебаться. Зрачки Хань Ли слегка сузились, когда он издал низкий рев, и на его груди и животе появились 7 пятнышек синего света. В момент он активировал свое искусство происхождения Большой Медведицы в полной мере. Слабый звездный свет начал исходить от всего его тела, и 7 толстых полос звездного света обвили его, когда он ответил ударом своего собственного кулака. Окружающее пространство яростно взорвалось, посылая ударные волны, видимые невооруженным глазом, которые пронеслись по воздуху. После достижения полного мастерства в искусстве происхождения Большой Медведицы этот удар Хань Ли был способен соперничать с золотой гигантской обезьяной по силе, даже не принимая ее форму. 2 кулака столкнулись с оглушительным грохотом, и окружающее пространство сильно искривилось, когда по воздуху прокатились всплески разрушительных ударных волн, распространяющиеся наружу, как порывы свирепого ветра. Хань Ли отбросил ударом, и он пролетел несколько километров, прежде чем ему едва удалось удержаться на месте. Внутри желтого облака гигант также был остановлен на месте и вынужден был сделать пару шагов назад, чтобы поглотить силу удара. Сразу после этого желтое облако вокруг гиганта было развеяно порывами сильного ветра, тем самым открывая существо внутри.